День добрый wszystkim, всем привет! Не зря я поздоровалась на польском, потому что в этом видео я отвечу на самый часто задаваемый мне вопрос, почему я не разговариваю по-польски, если мы тут живем уже почти 4 года. А также я покажу вам наши обычные, но интересные выходные, как мы проводим время. Мы поедем на световое представление во Вроцлаве. Также покажу вам фестиваль крутых тачек. Около 100 машин приедет во Вроцлав. Можно будет их посмотреть, пофотографироваться. И поедем на природу, пожарим мяско и отдохнем. Так что приятного просмотра и погнали! Начну видео с вкусного шашлыка и классного выходного. Здесь уже поприезжали люди. Мы первые приехали, еще никого не было. И постепенно, потихоньку буду вам рассказывать в течение видео, почему такая ситуация сложилась, что я не говорю на польском и планирую ли я изучать язык. Кто-то танцует, кто-то жарит мясо. А самый маленький кто-то ест. Это мясо и хлеб. Ади говорит... Уже весь хлеб скушали? Нет, один кусочек остался. Что Ади говорит? Ади такая садится. О, я сейчас буду помогать. Сейчас пожарим хлеб. Помогать кушать будешь? Покажи у тебя, что там. Это у тебя такой шашлык? Да. На палочке? Да. Это ты жарила? Или он еще не жареный? Будешь первая, противаем горячий. А он еще не жареный. Вкусный. Смотри, тебе папа дает мясо. Подует папа только. Будешь? Ну, попробуй. надо еще хлебушек говорить. Хлебушек сейчас поджарим. Мы мяско поджарим, и будем хлеб. Хорошо? Мяско у нас вкусное. Дима, а покажи, как ты бросаешь тарелку. Хочу показать всем. Дима у нас лучше всех в нашей семье бросает вот эти летающие тарелки. В какую сторону бросать будешь? Туда? Давай. О, молодец. А я когда бросаю, у меня все сразу падает. Я бросаю. Сравним, кто лучше, Дима или мама. О, Дальше, да? Давай посмотрим максимально далеко. Сейчас. Вот она у меня сразу крутится, вот так и падает. ну да. Получается. Смотрите, 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 смотрите. Смотрите, смотрите, танцоры танцуют. Милана танцует у нас просто везде. На улице, когда стоим на красном светофоре, ждем. Не знаю. Даже на речке мы ходили загорать, плавать, она даже там танцевала. Просто везде ребенок танцует. Молодец, красиво, красиво. Ты повторяла танцы свои? Я снимала в YouTube. У Миланы, кстати, тоже свой канал на ютубе, да. Я оставлю ссылочку в описании под видео. Можете ее поддержать и подписаться. Начну историю с того, пока дети кушают там шашлык. Когда мы переезжали в Польшу почти 4 года назад, переезжали мы по корням мужа. Он здесь уже сейчас на данный момент сделал сталый побыт и собирает документы, чтобы подаваться на гражданство. Польский язык он знал, ну не идеально, да, не в совершенстве прямо, но он мог свободно как бы разговаривать и все понимал. Я же не знала вообще ни одного слова. Вот даже день добрый я вообще ничего не знала. Мы приехали в Польшу. И, конечно же, я понимала, что мне нужно будет здесь учить язык, чем я, в принципе, и занялась в ближайшее время. Сейчас точно не вспомню, но не сразу по переезду в Польшу я начала учить язык, потому что нужно было обустроиться, пока привыкнуть, да, обустроить квартиру, детей в садик, в школу записать. И я начала изучать польский язык онлайн с репетитором. Изучала я 2 раза в неделю, и примерно где-то 2 месяца я его изучала, и мне не понравилось. Сейчас расскажу почему. Начну с детей. Расскажите, как вам сейчас, уже мы почти 4 года в Польше живем, как вам легче разговаривать и думать на польском или на русском языке? На польском. И разговаривать и думать или Это только верно. разговаривать, например? На польском. И то, и то?
Лично мне, наверное, на польском. И думать и разговаривать, да? Или только разговаривать? А думаешь на русском? Нет, думаю, в мыслях я на русском, конечно. Я тоже думаю. Но Ага. разговаривать мне просто легче будет на польском, и у меня телефон весь тоже на польском, если я поменяла. Да, кстати, у Миланы все настройки, все в телефоне на польском языке. Ну, все на польском. Скажите, а писать? Как На легче? польском, на польском, на польском. На русском разучивались. Мы как-то просили их, напишите на русском языке сочинения, а не как там буквы пишутся, пишут печатными, да? Только печатными. Письменные буквы уже забыла ты, Нет, да? ну да, И да, печатные забыла. забыл. А читать на русском не забыли как? Нет, но Помните? читать мне приятнее, больше, мне кажется, на польском читать, чем на русском. Да, Приятнее. Дима хочет вам что-то рассказать на польском. Dzisiaj we Wrocławiu będą auta. Gdzieś 100 aut. Мгм. Wystawa. И что? Мы туда поедем? Tak, my tam pojedziemy. Так, окей. Милана, ты что хочешь сказать на pольskim? Chcę powiedzieć, że dzisiaj pojechaliśmy na szaszłyk i to jest takie piękne mięso. Chcę powiedzieć, że mój tata już nie gotuje. Милана очень быстро тараторит на польском, что иногда невнятно, и я ее не понимаю. Но так вообще я все понимаю. И тебя поняла, и тебя поняла. Молодцы. А вы напишите в комментариях, а есть ли у детей акцент, слышно ли, что они иностранцы. Очень интересно, потому что не один раз говорили, что вот, например, Милана, у нее акцента вообще нет польского. Ну, она потому что раньше выучила польский язык, чем Дима, поэтому у нее, можно сказать, опыт в жизни польского языка побольше. Не понравилось мне, потому что возможно, это зависело от преподавателя, возможно, просто общий стресс на фоне миграции. Все это как бы дало о себе знать, так сказать. Преподаватель, не скажу, что она плохая, но сразу загрузила меня теорией, окончания. Так как не знала польский, я не думала, что меня ждет, не ожидала, что столько будет там правил, окончаний и так далее. И когда я с этим уже познакомилась поближе, я была в шоке. И, конечно же, немножечко меня так охладило, как будто, не знаю, даже не охладило, а ударило кипятком, потому что я не понимала, как я это все смогу выучить, и как, ладно, выучить, а как в быту разговаривать и не думать в голове о том, какое окончание сказать в предложении. Это было самое сложное и непонятное для меня. Ну, хочешь это? Ты не наелась еще? Нет? Ты любишь кушать? Да. Да. Так вкусно, ты пальчики облизываешь свои. Ну, кушай, кушай. Уже мы собираемся ехать дальше. Смотреть машины. Поедем? Красивые машины. Поедем смотреть? Ты такие не видела? Будем z nimi fotografować? Da? Już gdzieś, nie wiem, prawie gdzieś będziemy się przeprowadzać, no nie wiemy gdzie. Ты бы хотел переехать? Не грустно тебе с друзьями здесь во дворе расставаться? Tak, spoko. Грустно? Ну ты там найдешь, я уверена, других друзей, а мы сюда будем приезжать на дни рождения друзей. Будем? Tak. Милаш, вы же еще школу будете менять, если мы переедем, скорее всего, я думаю. Но готовы вы школу поменять? Tak. Будет грустно за моей классной А на учительницей. польskim скажи. Tak, będzie mi bardzo smutno. Będę tęskniła za koleżankami, za wychowawczynią, za po prostu spędzonym czasem w tej szkole, za szkołą, za przerwami, za po prostu cechami tej szkoły i po prostu będę bardzo tęskniła. Вот это вот я поняла, только все. Молодец. Но я старалась. Мне еще давала преподавательница домашнее задание, которое я выполняла. На уроках я читала тексты на польском. Читать я научилась. Да, там, естественно, не супер идеально, есть ошибки. Не так быстро я читаю, как дети, например. Но вот куча грамматики, которую мне дали сразу, эти окончания, и для меня это было сложно. Сейчас как бы
Уже прошло 4 года с того момента, и сейчас я уже как бы неосознанно понимаю, где какое окончание примерно поставить. Это происходит неосознанно, не потому что я учила грамматику, но на то время для меня это было очень тяжело, и после каждого урока у меня очень сильно болела голова, и получилось так, что появилось у меня как отторжение от языка. Мне было неприятно слышать польский язык. Я вечерами плакала в постели и просила Влада: давай мы уедем, мне не нравится здесь, я здесь не смогу разговаривать на этом языке. Я не понимала, как выговаривать вот эти шипящие пши, пши, вот это вот, как в Польше, да, шипящих очень много звуков. И у меня прям, ну не то что истерика была, но прямо опустились руки, и я не понимала, куда мне двигаться, и вообще, наверное, что мы сделали ошибку, что сюда приехали. И я решила оставить изучение языка. Мы с Владом приняли решение, что так будет лучше, чем насиловать себя и заставлять что-то делать. И я просто стала жить обычной жизнью. Сильно с языком я не сталкивалась в быту с поляками, в общении, потому что я сначала была в декрете, здесь у нас родилась Адриана, потом я уже стала фрилансером, я стала работать удаленно из дома, и получается, за все время жизни в Польше я в найме не работала здесь, поэтому не сталкивалась в реальной жизни вот так вот с поляками, чтобы прямо пообщаться с ними. Не было такой большой необходимости в языке. Какие-то общие фразы, чтобы пойти к врачу, например, или, например, в магазине на кассе, чтобы что-то спросить, да, рассчитаться там в аптеке, чтобы купить лекарства, я знала, ну, выучила, пришлось. Со временем какие-то слова польские начала, ну, не то, что прямо специально учить, а просто они сами по себе начали запоминаться. Вот. И вот прошло такое большое количество времени, и только сейчас, вот это не, ну, даже не сейчас, а, наверное, последние полгода точно, неприязнь к языку, она полностью исчезла. И у меня, наоборот, появилось желание этот язык изучить на таком уровне, чтобы я могла свободно на нем разговаривать. Прежде чем я продолжу отчет по моему подарку на день рождения. Итак, ввожу в курс дела, кто не в курсе, о чем идет речь. У меня день рождения 30 августа, уже совсем скоро этим летом. Мне исполняется 35 лет. Такая уже, можно сказать, почти юбилей. И я никогда не просила у своих подписчиков что-то мне подарить. Были подарки от подписчиков. Кто-то мне даже тортик присылал домой собственного приготовления, домашний. Кто-то просто там открыточки. Ну, в общем, кто-то даже денежные средства пересылал. Такое тоже было. Просто как для поддержки канала. Вот. И у меня появилась идея, так как я хочу на свой день рождения получить подарок. Это такая моя заветная мечта, которая висит даже на карте желаний в моей комнате. Подарок — это камера DJI Osmo Pocket 3 Creator Combo. Это камера, о которой я мечтаю. Почему я хочу ее купить? Чтобы видео стали более качественные, чтобы вам было приятнее смотреть, да, картинка более яркая, четкая, более стабилизированная. Я хочу улучшать качество своего канала, снимать чаще, чтобы было комфортно смотреть и вам, и мне было комфортно снимать. Вот, камера стоит примерно 3000 злотых, и было бы круто, если бы этот подарок подарили мои подписчики на мой день рождения. Поэтому под каждым видео в описании я оставляю реквизиты, куда можно отправить по желанию, да, я никого не заставляю, средства, буквально там кто сколько считает нужным, для того, чтобы собралась определенная сумма, я смогла купить этот подарок, распаковать его, снять видео, как я его покупаю. Естественно, я отчитываюсь за количество собранных уже денег. На данный момент собрано 370 злотых из 3000. Это очень уже большая сумма.
Очень приятно, когда поступают оповещения на телефон о приходе средств на мой день рождения. Это безумно приятно. Огромнейшее просто спасибо каждому из вас, кто меня поддержал. И если соберется даже половина суммы, это будет просто вау. Реально, я куплю камеру и буду понимать, что она от вас. И каждый раз, когда я буду снимать видео, брать ее в руки и понимать, что этот подарок сделали мне вы. Это безумно приятно. Мы уже поели, сейчас будем собираться домой. И дальше я вам расскажу, планирую ли я изучать язык, нашла ли я уже кого-то, да, с кем я буду его изучать. И вообще для чего, если я планирую, для чего я это планирую, почему 4 года не учила, а тут резко решила просто спонтанно выучить. Все это расскажу дальше, так что пойдемте погуляем с вами и пообщаемся еще. Мне, кстати, многие в комментариях под видео поляки писали, когда я сниму видео на польском языке. Поэтому дальше я, кстати, отвечу на этот вопрос, планирую ли я вообще снимать видео на польском языке. Если да, то когда это будет, если нет, то почему нет. В общем, тоже на этот вопрос отвечу, потому что по поводу языка польского и знания вообще очень много вопросов у меня в комментариях постоянно. Я на них вроде отвечаю, появляются новые такие же комментарии с такими же вопросами, поэтому решила снять такое видео, чтобы в одном видео сразу ответить на все вопросы. Уже начинаются первые тачки. Вот смотрите, какая крутая машина, да? Едем мы, короче, смотреть тачки. Посмотрите, у нас уже начинают здесь появляются всякие машины крутые. Сзади нас куча машин уже классных едут. Короче, мы опаздываем на полчаса, но, как оказалось, не опаздываем, потому что все машины только начинают туда подъезжать. Смотрите, идем впервые через этот мост. Он был закрыт на реставрации, его открыли недавно. А здесь такая река у нас красивая. Посмотрите, пароходики плавают. Кстати, скоро День моряка. Вроде бы как 25 числа. И обычно здесь на День моряка бесплатно можно прокатиться на каких-то пароходах, корабликах. Поэтому, может быть, тоже успеем. Гоняют уже, гоняют. Поехали. Кстати, смотрите, у нас здесь Титаник, выставка, на которую я тоже хочу пойти. Сейчас покажу. Вот, написано Титаник. Еще месяц будет выставка. Тоже хотим с Владом пойти туда, но уже без детей. Смотрите, у нас здесь какая аллея красивая. Она когда летом очень красиво, все зеленое. Зимой уже, конечно, не так, а летом очень супер смотрится. Пока идем к машинам, скажу, значит, собираюсь ли я учить польский. Значит, у меня уже было пробное бесплатное занятие. Я нашла девочку. Еще пойду на пробное групповое занятие у нее же, в ее же языковой школе. И приму решение, я пойду на индивидуальные или на групповые. Я склоняюсь к индивидуальным. Она говорит, что мне лучше будут групповые, чтобы общаться с людьми, коммуницировать, так как я все понимаю. Но у меня стоит блок в общении. Вот, поэтому можете меня поздравить. Я начинаю учить польский язык. Надеюсь, у меня быстро получится. И раз такое дело, то, возможно, я буду потихонечку, не говорю, что полностью целое видео рассказывать на польском языке, но где-то уже чуть-чуть, может, буду там здороваться на польском. Подожди. Давайте еще раз. Давайте запомним этот момент. Давай еще раз. Меня ловит за слово, чтобы я потом не дала заднюю. Нет. Запомните, все свидетели. Я вообще-то сегодня поздоровалась на польском языке с подписчиками. Ничего себе. Да. Молодец. Буду где-то на польском, да, стараться, поэтому вы меня тоже поддержите. Без вашей поддержки я точно, наверное, сольюсь, так как для меня сейчас изучение чего-то нового очень-очень дается нелегко. Смотрите, а мы пришли. Ого. Смотрите, здесь просто дискотека. Дима, дискотека! Класс. Сейчас подойдем поближе.
И все сразу с телефонами просто. Посмотрите, Бат говорит на этого Иисуса, который упал в воду с мокрыми шортами. Повернись! Повернись! Marki Cehini, szybko spuszczone ze źródła. Es que tú estás conmigo. ¿Qué pasa si luego nos quitamos eso de mí? Cupido, mi semana todo le encuentra sentido. Yeah, baby, no es que sea mal nacido, sino que no ofrece lo que te he ofrecido. Yeah, Cupido, mi semana todo le encuentra sentido. Yo ya no sé ni lo que pido, pero son repetitivos. Lo que sea contigo, aunque tú me veas solo como amigo. Yeah, no solo quiero pa' eso. Yeah, no solamente. В общем, народу здесь просто куча. Дима еще свалился в фонтан. Если бы это был не Дима, я бы не удивилась бы. Но... Вернее, я бы удивилась бы, но это Дима, поэтому пойдем забирать Диму с фонтана. Влад говорит, пойдем забирать нашего Иисуса, ходячего по воде. Вот. Короче, детям понравилось больше в фонтане лазить, чем машины. А мы с Владом посмотрели все машины, кстати, очень крутые. Но народу здесь дофига. Я, кстати, всегда хочу сделать красивую фотографию вот с этой аркой, но у меня никогда не получается. Потому что здесь постоянно люди ходят, а хочется вот, чтобы сзади арка была пустая и сделать красивую фотку. Но 4 года живу в Польше. Из них всего лишь пару раз мы тут, и никак фотки не получается сделать. Идем смотреть представление. Я не знаю, то ли день рождения у города Вроцлава. В общем, будут рассказывать в этом представлении историю Вроцлава. Немножечко вам покажу. Desde chiquito enloquecido si ahora en la high. Voy a coger, mami, lo que yo me merezco. ¿Qué pasa? Sin miedo, bebé, es que tú estás conmigo. ¿Qué pasa si luego nos quitamos eso de mí? Cupido, mi semana todo le encuentra sentido. Yeah, baby, no es que sea mal nacido, sino que no ofrece lo que te he ofrecido. Yeah, Cupido, mi semana todo le encuentra sentido. Yo ya no sé ni lo que pido, pero son repetitivos. Вот, смотри, видишь, открывается окошко. Это в окошке там. Война сейчас будет, да. Сейчас все дойдет, у тебя будет. Все, представление закончилось. Идем в сторону машины. Посмотрите, у нас вечером Вроцлав просто оживает. Посмотрите, сколько народу. Вечером просто все бары битком забиты. В некоторых даже очереди, чтобы зайти посидеть. А мы решили 10 часов сейчас или сколько, 10:30, пойти посмотреть, работает ли шаурма.
купить шаурму. С детьми, причем со всеми, мы, наверное, впервые вышли так поздно в город, в такое людное место. Обычно мы сами с Владом можем где-то выйти в город вот так вот поздно, ну потому что вот так вот каждый, особенно в выходные, но в будни вечером то же самое. Народу очень много. И с детьми, конечно, лучше сюда не лезть. Вот, но сегодня такой особый вечер, поэтому почему бы нет. Ну что, мы уже приехали домой. Видео получилось такое насыщенным, надеюсь, вам понравилось. И по поводу польского языка, надеюсь, сейчас стало понятнее, да, почему я не разговариваю на польском. Вернее, я его понимаю, но не разговариваю. И что сейчас я занялась серьезно этим вопросом. Надеюсь, что курсы, которые я выбрала и сейчас иду обучаться, что они мне действительно помогут, и у меня повторно не будет отторжения от языка. По ощущению скажу, что пробный урок мне понравился. Мне задавали вопросы, со мной разговаривали на польском. Я отвечала тоже на польском, где не знала, как ответить на польском, отвечала, естественно, на русском. Вот. Ну, не знаю. Буду, в общем, со временем, когда уже пройдут пару занятий, буду делиться с вами своими впечатлениями, что я выучила, что я не понимаю, например. У меня смотрят много поляков, может, вы мне где-то будете даже подсказывать. Вот, так что, надеюсь, все получится. Вот, ваша поддержка мне нужна, поэтому ставьте лайки, оставляйте свои комментарии и что? И все. И увидимся с вами совсем скоро. До новых встреч. Всем пока-пока.